Всем привет! С вами Ларри, вы на канале про хобби и только что посмотрели распаковку прекрасной эльфы из линейки Автосchool Arena от компании Dumb Toys. Если понравилось, ставь лайк, а мы переходим к оценке. Я не просто так держу в руках этот буклетик, вы видели его на крупных планах. В нем информация о том, кто же это такие, что это за девчонки, почему линейка называется Автосchool Arena и зачем все это было придумано. Вкратце, после некого инцидента, о том, что это за инцидент, в данном буклете не сообщается. Сейчас я вам даже покажу вот здесь. Вот здесь вот текст, вот этот мелкий-мелкий. В нем рассказывается, что в школах произошел некий инцидент, после которого под видом тренеров на реакцию, я так понимаю, что по некой физической культуре, начали нанимать реальных военных. То есть это реальные военные. What? Она проводит с ними занятия под видом веселой игры на реакцию, готовя их, видимо, к чему-то особенному, потому что здесь есть строчка, дословно переводимая как «они воспринимают это как веселую игру до тех пор, пока контракт, там в кавычках, контракт на смерть или контракт со смертью не будет лежать у них на столе». Ну да, соглашение, смертельное соглашение, death agreement. Пишите в комментариях, если вы понимаете, о чем речь. Я продолжу. Во всем остальном, то есть помимо того, что спасибо наконец-то, для того, чтобы узнать, что же это за линейка и решить, купить ее или не купить, надо ее сначала купить, потом узнать, что же это такое, что это за девочки такие, и как бы понять, правильно вы сделали, что купили или нет. Но в данном случае правильно, потому что девчонка очень классная. У нее, в отличие от некоторых фигурок, одной навороченных фигурок с кучей всяких дополнительных деталюшечек и прочей фигни, у этого персонажа есть инструкция, в которой рассказывается, вы видели, в ней рассказывается, куда вставляется автомат и куда ставится сама девчонка. Вот как бы почему? Зачем? Нет, спасибо, конечно, за инструкцию, но очень хотелось бы все-таки хоть какие-нибудь инструкции получать все-таки к сложным фигуркам масштаба 1/6. У Dumb Toys, кстати, тоже есть фигурки 1/6, и мы их обозревали. Если вы вдруг не знаете, не видели, вам не попадалось, вы недавно с нами, то ссылочка выскочит обязательно здесь. После ролика сходите, посмотрите. Не поленитесь, там классные фигурки, у Dumb Toys 1/6 тоже очень классные. Не пожалела, что взяли вот эту линейку, мы взяли ее, девочка-орк, водолаз и убийца на таком кресте. У нее очень крутая подставка в виде креста. Знаете, как видимо, на верхушке какой-то часовни или церкви крест, и вот она на нем, как горгулья такая. Как горгулья, это, конечно, плохое сравнение. Вот. Все девчонки, которые в дальнейшем планируются. Также подписывайтесь на Инстаграм, потому что все, кто подписаны на нас в Инстаграме, они этих девочек и про то, что на них будут обзоры, знают уже давно-давно. Потому что как только мы их заказали, я выкладывала туда фото, показывала всем, что вот эти девчонки к нам едут. Продолжим. Помимо того, что есть замечательная инструкция, хотя тут и так все понятно, девочка сама выполнена прекрасно. За эти деньги она сделана реально не хуже, чем Альтер. По цене, примерно столько же. Альтер тоже берет где-то такие же деньги. По поводу того, можно ли ее сейчас купить, где-то найти, если вот она вам приглянулась. На момент выхода ролика ее купить можно. На этом, собственно говоря, мне нечего больше добавить. Да, у нее есть некие стыки прядок на голове,
Но это такая мелочь, которую, наверное, во-первых, это не бросается в глаза, потому что, ну, у всех у нас есть пряди, которые идут, да, вот прям в начале головы, и это, по идее, естественно и нормально. Покрас шикарный, то есть вот этот вот переход с плотного, да, цвета в практически прозрачный пластик, это шикарно, это просто, это, ну и подставка, да, ну подставка. Чтобы я и не отметила подставку, ну, ребят, это же просто пистолетик, который вынимается. Единственное, что меня, конечно, смутил тот факт, что он в него как-то странно вставляется. Ну, то есть, мне кажется, он не так должен вставляться. Вернее, как, я точно могу сказать, что он не так должен вставляться. Ну, пистолет в кобуре должен быть, ну, не так. То есть, вот этот вот ремешок, возможно, конечно, этот ремешок здесь, чтобы, типа, быстрее это все схватить, но, с другой стороны, у нее здесь вот матюгальник висит, и по факту она через этот матюгальник все равно быстро пистолет не схватит. А если она побежит, он у нее прекрасно вывалится. Ну, очень странно, конечно. Странное решение, скажем так. Я не скажу, что это плохо, но это странное решение. Оно не портит фигурку, просто для меня, вот я на этом акцентирую внимание, потому что мне это резануло немножко глаз. То есть оно меня, скажем так, даже удивило, наверное, серия «А зачем так?». В остальном, божечки-кошечки, она прекрасна. Я на самом деле реально не ожидала такого, потому что бывает, что производитель делает очень хорошие, например, фигурки одного формата. Ну, допустим, вот Dam Toys, у них есть Dam Toys. Напишите в комментариях, как правильно, через «э» или через «а». Подтягивайтесь языкофилы, граммар нации. С одной стороны, они классные, у них есть фигурки 1/6, и они их классно делают. И я боялась, что вот с аниме они немножечко промахнутся, ну, то есть комплитки в формате, в стиле аниме не получится. Но тут прекрасно все, мне кажется. И лицо, и фигура, и переходы, и покрас. У нее туфли шикарно покрашенные. Я, конечно, не фанат туфель, хотя нет, я фанат туфель, я фанат обуви. Минутка фактов о Ларе. Но сделана потрясающая поставка фигурок на сегодня отменяется. Ту-ту! Подставка сделана прекрасно. Я думаю, что нет смысла расхваливать ее дальше, потому что про плюсы фигурки, если она действительно качественно сделана, говорить можно бесконечно. А про минусы я вам сказала же. Ну, будем считать, что минус вот этот пистолет, странно засовывающийся в кобуру, будет минусом. Пускай, но это такой незначительный минус. Ну, могу еще, например, добавить, что вот этот автомат, его не очень легко воткнуть ей в руку, потому что, смотрите, там в руке, там такая пимпа идет. Сленг. Штыречек там. И вот в этот штыречек, ну, его нужно воткнуть в определенный паз в рукояти автомата. И сделать это не очень легко. Ну, то есть ты там что-то ковыряешься, вроде попал, начинаешь надавливать, а не влазит, не входит, не тот, не попал. И ты сидишь, ковыряешься, ну, я минуты, наверное, 4-5 ковырялась с этим делом, чтобы аккуратненько все это дело воткнуть туда. Вроде держится, окей. Выглядит прекрасно, потрясающе, вроде ничего не выпадает, вот если я ее вот так... На подставку она садится без усилий, то есть вы ее просто насаживаете. Сейчас покажу, вот видите, вот она просто хоп, и все. И все, и не надо ничего рассверливать, не надо ничего нагревать. Все прекрасно. Итак, хомяк, неси медальку супер-пупер. Молодец. Хвалю. Пока. Давай, уходи. Вот.
А я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам понравилось видео. Спасибо, что досмотрели этот цирк до конца. Я повеселилась с вами, показав вам фигурку, рассказав про нее немножечко. Надеюсь, вам понравилось. Прожмакните лайк. Вам несложно же ведь, правда? А YouTube посмотрит и покажет нас еще кому-нибудь. Видит же, что видео нравится. Ну, в общем, как-то так это сейчас работает. Чем больше лайков, тем больше YouTube показывает нас. Буду ныть, как все остальные блогеры. Имею полное право. Пожалуйста, поставьте лайк. Я надеюсь, вам понравилось. Я надеюсь, что вы поставите лайк не потому, что я у вас его выклянчиваю, но и потому, что вам ролик понравился. Но если потому, что я выклянчиваю, то спасибо вам, конечно, большое за то, что вы ставите лайки просто потому, что за красивые глаза. Вот ее красивые глаза, не мои. Вот нет, глаза. Ладно. Затягиваю прощание. Заходите к нам в соцсети, опять же, там много всего интересного, помимо того, что выходит на YouTube. Заглядывайте на Boosty, там контент для 18+, тот, который нельзя публиковать на YouTube. Ну и стримы мы в открытом доступе держим на Boosty. Если вы вдруг не успели посмотреть стрим, вы идете на Boosty, листаете, видите стрим в открытом виде и смотрите его. Он доступен. А все стримы доступны на Boosty. Все, на сегодня все. С вами прощаюсь, до новых встреч, пока. А бутлеги Недзуку и Рюка достаются вот этим счастливчикам. Поздравляю!